Всем привет! Сегодня у меня будет видео не совсем связанное с тематикой моего канала. Дело в том, что перестал на стиральной машине крутиться двигатель. Стиральная машина, как вы видите, Samsung Diamant. Что происходит? При стирке перестал крутить двигатель. Я сейчас вот покажу, включая на отжим, включая на работу. Как вы видите, вода сливается, но двигатель при этом барабан не крутит. Сейчас буду пытаться примерно найти, в чем поломка. Вот как видите, кручения никакого не происходит. Сейчас буду разбирать машинку сзади, покажу, где находится двигатель. Примерно прозвоню мультиметром сразу датчик холостого хода. Соответственно, также проверю двигатель. Все это постараюсь в обзоре этом заснять, чтобы более-менее было понятно. Ну все, сейчас приступаем к разбору. Ну что, развернул машинку, как вы видите. Вот эта крышка с веселым таким смайликом, похожий на человечка. За этой крышкой находится барабан, находится электродвигатель. И также, снимая эту крышку, вы увидите, что там находится ТЭН, который также можно самостоятельно поменять. Но у нас сейчас идет тема не о ТЭНе, а идет о электродвигателе, потому что не запускается. Не забываем выключать вилку с розетки во избежание поражения электрическим током. Сейчас подробно покажу, как снимается крышка. Крышка крепится на 4 винтах. Эти винты мы откручиваем. Когда открутим винты, крышку поднимаем вверх, тем самым снимая ее с посадочного места, которое, как не знаю, видно на видео, не видно, находится снизу и сверху посадочные гнезда для крышки. Вот про что я и говорил. Здесь находится барабан. Чуть-чуть ниже, если вам видно, находится ТЭН. И еще чуть-чуть ниже находится электродвигатель. Сейчас включу опять же сеть, для того, чтобы опять же посмотреть, крутит, не крутит, может прославлен ремень. Опять же включаем на отжим. Ждем, когда начнет работать насос на сливку. И смотреть, заработает ли. Как мы видим, барабан стоит на месте. Даже не запускается. Ладно, также не забываем опять же отключить с розетки, потому что мы сейчас будем разбирать, доставать электродвигатель. Ремень очень легко скидывается. Берете его так назад, скинули. Ну, сейчас дальше покажу, как снять электродвигатель. Еще, кстати, один немаловажный такой момент. Перед тем, как снимать электродвигатель, нам надо снять вот эту крышку. Для чего? Она находится здесь на 2 винтах. Для чего? Чтобы убедиться, что действительно дело будет в электродвигателе, а не в сгоревшей плате. Для этого мы откручиваем крышку и визуально убеждаемся, что плата наша, управление блоком питания, или как правильно назвать, не подгоревшим. Вот так вот выглядит внутри машинка. Как вы можете заметить, блок питания располагается вот здесь, куда я сейчас подсвечиваю фонариком. И при детальном осмотре мы смотрим, чтобы внизу вот эти все предохранители, обмоточки не были сгоревшие.
Сейчас поднесу камеру ближе, чтобы вам было видно, что плата я уже визуально вижу в хорошем состоянии. Но сейчас вам покажу это наглядно. Ну вот, про то, что я и говорил, плата, схема не повреждена. Это мы можем видеть именно по этим вот конденсаторам. Если вот на этих конденсаторах будет какой-то нагар, то вполне есть вероятность того, что плата подгорела. Соответственно, она залита, как вы видите, полностью силиконом. Ну, при подгорании, соответственно, этот силикон также подгорит. Вот, как вы видите, вся моточка целая. Значит, проблема у нас действительно в электродвигателе. Для этого мы сейчас его будем снимать и диагностировать. Ну что, приступаем к снятию электродвигателя. Не забываем также отключить провод, как я уже повторялся неоднократно, чтобы не ударило вас электрическим током. Отсоединяем эту фишку. Снимается она довольно-таки очень легко. И откручиваем два винта. У меня в стиральной машине ключик на 10. Получается вот два таких винта. Мы их откручиваем и очень легко достаем при этом потом электродвигатель. Электродвигатель сидит на посадочных штырях. Спереди получается два штыря и сзади два штыря. Вот как-то так быстренько мы его сняли. Аккуратненько тянем на себя. Все, наш электродвигатель снят. Так как здесь места очень мало его достать, что я делаю? Я просто приподнимаю стиральную машину и достаю его через низ. Вот так вот у нас выглядит электродвигатель стиральной машины Samsung Adamant. Такие же двигателя стоят на индезитах. Если кого заинтересует, я, кстати, в описании укажу, поэтому что и на стиральных машинах индезит, потому что один производитель Россия, комплектующие как бы одни и те же. И то, что я еще говорил, двигатель мы положим вот здесь. Сейчас приподниму, чтобы видно было. Находится винт. Этот винт мы также ключиком на 10 раскручиваем, когда мы меняем тент. Снимаем. Здесь получается винтик под крестовую отвертку. Снимаем данный кожух, отсоединяем провода и, соответственно, потом выдираем тент. Это находится термореле нагрева воды. Ну все, как-то так. Давайте продолжим уже непосредственно дальше проверять наш электродвигатель, почему он не крутит. Вот это, кстати, то, что я говорил, датчик холла. Мы его также, я сейчас покажу, как прозвонить. Все, приступаем к дальнейшей разборочке. Для дальнейшей проверки двигателя нам понадобится мультиметр. Мы его поставим в режим прозвонки. Электрики знают, как этот режим прозвоночки. Проверяем. Получается, на этом мультиметре надо еще выбрать кнопочкой его. Вот это режим прозвонки идет. Также нам понадобится перемычка. Перемычку я изготовил из двух проводов, чтобы их не портить, я их соединил. И также понадобится провод для подключения электросети. Также на конце я сделал фишечки. Сейчас будем проверять. Сразу начнем, как я говорил, с датчика холла. Датчик холла на данном насосе
идет два красных провода, как вы видите. Соответственно, на плате мы их находим, а именно они идут вот. Ставим мультиметр щупа сюда и просто делаем прокручивание. Так, что-то у нас не так пошло. Вот. Делаем прокручивание двигателя. Если идет сигнал на мультиметр, соответственно, датчик холла у нас исправен, так как он выдает через себя сигнал. Еще разок я вам продемонстрирую, как это выглядит. При вращении, видите, идет постоянный сигнал. Это хорошо. Теперь у нас есть два провода. Выходит один серый выходит, и другой выходит синий провод. Это на щетке. Также идет зеленый и коричневый провод идут на обмотку, и два черных идут на термореле. Что нам надо сделать? Мы берем, подносим к серому проводу на щеточку. Так. Как нам лучше это сделать? Чуть-чуть неудобно, когда снимаешь и пытаешься что-то показать. Мы делаем также серый провод, и зеленый у нас идет на обмотку. Мы берем щетку, проверяем, соответственно, идет ли где-то короткое замыкание. Как видим, мультиметр молчит, значит, здесь все в порядке. Также спускаемся на два других провода, проверяем, все в порядке, мультиметр молчит. Также для того, чтобы убедиться, что обмотка у нас целая, я оставляю в коричневом проводе. Беру, допустим, на корпус. Мультиметр также, соответственно, молчит. Беру теперь на сам якорь. У нас тишина. Переставляю на зеленый провод. Проверяю также на корпус. Тишина. На якорь. Также у нас тишина. Соответственно, у нас получается электродвигатель не пробит. Видите, как бы звенит. Если было бы пробито, пошло бы, даже вот дотрагиваясь. Якорь не бьет. Сейчас. Якорь получается отдельно. Но якорь как раз вот идет вот этот зеленый провод. Видите, не пробито. Тишина. Это хорошо. Видите, а между собой щетки звонятся. То есть, ну, они, соответственно, здесь на якоре соединяются, поэтому идет прозвонка. Также вот, допустим, берем якорь, щетку, уже не звонится. А якорь не звонится. Ну, это так и должно быть. Так, ну что, сам процесс проверки двигателя. Мультиметр теперь он нам не нужен, мы его выключаем и убираем в стороночку. Теперь поясняю, нам нужна вот эта перемычка. Для чего? Мы берем, перемыкаем, так как у нас серый и синий провод идет на щетке, мы любой из них, это по счету получается синий третий идет, подключая, соответственно, к третьему разъему. Потом мы смотрим, у нас идет коричневый и зеленый, это идет обмотка. Соответственно, мы любой из них перемыкаем вместе с щеткой. Вот я подключил их, перемкнул между собой. Это я делаю для того, чтобы определить, рабочий ли у меня двигатель или нет. Дальше мы берем провод, который идет к сети, я использую с таким вот включателем, чтобы не закоротить, потому что с вилки дольше будешь выключать.
если не дай бог что-то пойдет. И также подсоединяем, получается, у нас идет вот серенький провод. Это у нас второй слот. Я подключаю к щетке. И коричневый провод, это у нас идет четвертый слот. Я подключаю к обмотке. То есть получается одну щетку, обмотку мы между собой соединяем. Другие же мы подключаем к проводу. Провод, я еще раз повторяюсь, я использую. Это получается бывший светильничек с включателем. Удобная штука. Все, сейчас подключаю в розетку. Не знаю, будет видно. К сожалению, включатель не видно. Сейчас попробую повернуть аккуратно. И вот включатель. Включаем. Как мы могли убедиться, электродвигатель у нас рабочий. Также прозванивали датчик холла. Мы также убедились, что он у нас рабочий. Сейчас опять же ставлю в режим прозвонки мультиметр. Подключаюсь также к электродвигателю. Мультиметр у нас пищал, ну конечно больше было слышно двигатель. Ну что, вот двигатель мы теперь с вами проверили. Я как бы делаю вердикт того, что скорее всего здесь полетели щетки. По щеточкам я вам сейчас покажу. Опять же, не забываем выключать с розетки, чтобы вас не ударили электрическим током. Отключаем все уже наши провода, нам это уже не надо. Мы поняли, что электродвигатель у нас исправен. Получается, данные провода, показываю еще раз, серый на моем электродвигателе, он идет на щетке, вы очень это легко определите, посмотрев. И синий он идет также на щетку. Соответственно, зеленый и коричневый провод, если вы будете заглядывать с фонариком вовнутрь, вы также увидите, что он идет на обмотку. Два красных это идет на датчик холла, который мы прозванивали. И два черных это термореле. Я прихожу к мнению, что скорее всего мне здесь необходимо менять щетки. Данные щетки очень легко снимаются. Снимаем сразу клеймом и откручиваем два вот этих винта. Так, я так аккуратненько положу, потому что чуть-чуть неудобно будет откручивать на весу. Вот второй откручиваю винт, сейчас вам покажу щетку. Да, как я и подумал, щеточка закончилась. Соответственно, через 220 напрямую подается электричество больше, и электродвигателю ну, хватает как бы вращать. А через само, получается, пульт управления стиральной машины идет более-менее меньший ток подачи и, соответственно, не хватает для вращения. Данные щеточки идут вот в таком пластиковом корпусе, как вы видите, я вам показываю, что его можно разобрать, достать щетку, здесь отпаять, припаять новую. Стоимость, где купить щетки, я вам скину под видео. Ну, для себя я купил щетки без необходимости пайки, то есть уже в таком же корпусе. Сейчас я почищу от нагара после щеточек, как его правильно называть,
с головы вылетело. Наверное, ротор правильно называется. Покажу так же, как я чищу. Вот откручу во вторую щеточку, что-то тяжело крутится. Также вторую открутил щеточку. Также, ну, как вы видите, щетка все закончилась. Также разборно. Также вы можете перепаять, соответственно, отпаяют здесь проводочек и вставишь щетку. Ну, стоимость, я вам скажу, не намного большая, если покупать сразу и искать в корпусе. В корпусе стоимость идет щеток $8, а без корпуса отдельно, где вам еще придется паять, стоимость будет всего лишь $6. То есть ради $2 я не вижу смысла мучиться, паяться. Проще купил, поставил. Якорь я чищу следующим образом. Беру 320 и 400 наждачку, переворачиваю на бок. Это я уже почистил, просто сейчас демонстрирую. И просто вращаю вращателем, сильно не прижимая, чтобы не сделать глубоких царапин. Просто аккуратненько поджимаем пальцем. Когда вычистили, для того, чтобы удалить пыль, которая может вот этих застрять, просто продувайте как-то так. Компрессора нету, пришлось продувать так. Дальше что мы делаем? Все мы как бы проверили. Купили мы новые щеточки. Ссылочки я вам скину, где я их покупал. Как видите, разницу щетки, которая будет теперь прижиматься, работать нормально. И самый немаловажный момент, вот этот вот скос щетки. Ставьте его правильно, потому что если вы поставите так, ну, соответственно, будут царапины на якоре и будет неравномерный износ щеток. Как же нам определить постановку щеток? Примерно смотрите, где у вас идут посадочные, смотрите на положение якоря, соответственно, вы видите, что данная щеточка идет вот с этой стороны. Не знаю, видно оно на якоре, не видно. Не, плохо видно на видео. Получается, с учетом, чтобы вы поставили к вращающемуся элементу именно вот так вот. Но никак не вот так вот, потому что это будет неправильно, будет износ большой щетки, будет износ якоря. Когда вы определили, как должна стоять щеточка, вы просто ее аккуратненько поджимаем. Можно пальцем поджимать, можно воспользоваться аккуратненько отверткой. Поджали. И на корпусе вот эти, что два штифтика было, посадочные гнезда, ставите на посадочные гнезда. Потом берете винты, соответственно, вы их закручиваете. Не снял заранее. Так. Один же винтик где-то тут упавший был. Берете винт, садите его на свое посадочное место и аккуратненько закручиваете. Смотрите, чтобы шло по резьбе, чтобы вам не попортить резьбовое соединение. Потому что если вы попортите резьбовое соединение, соответственно, щетка может стоять чуть-чуть наперекос, стоять неправильно, что может повлиять также на износ щетки, работоспособность, сколько она у вас обслужит после того, как вы неправильно ее установите, и повлиять на износ якоря. Так, все это так неудобно делать, когда снимаешь видео, но стараемся это сделать аккуратненько.
Ну все. Сейчас поставлю вторую щетку, сниму дальше установку непосредственно на машинку. Надо было брать пристовую отвертку. Кстати, пользуйтесь инструментом тем, который предназначен, а не как я вот сейчас пользуюсь. Тут есть как бы положение под такую отверточку, под минусовую, есть под плюсик. Вот, к сожалению, под плюсик поленился поискать. Ну вот как-то так мы щетку установили на место. Подключаем назад фишку. Также следом мы поставим вторую щеточку. И уже установим непосредственно на нашу стиральную машинку. Вот такая же вторая щетка, также под вискос. Соответственно, она занимает вот здесь место. Можно, как я делал, отверткой, чтобы поудобнее. Можно просто вот так вот поддавливаете и садите на два своих посадочных места. Так, прижал провод. Это плохо. Так. Вот так вот вы, получается, ее поддавливаете, садите на два посадочных места и точно так же просто прикручиваете. Берете винтик, прикручиваете на свое место. Также старайтесь, чтобы попало по резьбовой части, чтобы не попортить посадочное. И подключаете уже все. Вот как-то так вот. Произведена замена. Сейчас винтик просто упал. Не хочу времени занимать, потому что, скорее всего, под стол закатился. Придется с магнитом искать. Найду, закручу уже. Дальше продолжу снимать уже установку на стиральную машину. Ну что, ставим наш электродвигатель назад. Не забудьте здесь на задних штифтах проверить вот такие пластиковые втулки, чтобы они стояли на месте. Потому что при съемке двигателя они могли бы соскочить. У меня пару раз соскакивали. Также назад завожу двигатель. Потом вот эти вот посадочные штифты, то что я говорю, идут. Внимательно поднимаем. И смотрим, чтобы мы одели на все 4 штифта. Смотрим назад. Все, вот я его одел. Здесь также проверьте шайбочки. Я не показал, к сожалению. Стоят, но на видео должно было быть видно. Ставим назад винты. 2 винта. Ключ на 10 голова. Закручиваем. Отжимаем аккуратненько, сильно не давите, потому что корпус барабана пластиковый, чтобы вам не сорвать резьбу, ну и соответственно не поломать данные штифты. Все, электродвигатель установлен. Ставим назад фишку до щелчка. Все, мы ее поставили. Теперь, если вы будете пытаться одеть ремень на барабан, так, наверное, надо снять с другого ракурса. Попробую вам объяснить. Сразу одевайте на электродвигатель. Потом, если видно, берете... Ладно, сейчас переставлю.
Дальнейшие наши действия после установки двигателя — это одеть ремень. Как вы видите, ракурс съемки я поменял, для того, чтобы вам было лучше видно. Сначала мы одеваем на шкив насоса, а потом мы начинаем постепенно одевать на шкив барабана. Почему это, кстати, я вам сейчас покажу, почему так надо делать. Если мы сразу оденем на барабан, то у нас не выйдет натянуть ремень на шкив насоса. И мы его просто порвем, потому что, соответственно, кто-то будет пытаться то ли отверткой одеть, то ли еще чем. Для этого мы сначала надеваем на шкив электродвигателя. Все вот так и выскакивает у меня слово насос. Хотя это электродвигатель я делал. Потом одеваем на шкив барабана. Вот таким образом, придерживая там, где мы одели, пальцем. И потихоньку проворачиваем шкив барабана, придерживая ремень. И вуаля, ремень одет. Для того, чтобы распределить ремень по шкиву барабана, так как он здесь просто гладкий идет, мы делаем следующее. Вот здесь на шкиве мы также нажимаем на ремень и распределяем его ближе к центру. Соответственно, ремень по шкиву перемещается. Сейчас я сделал лишнее, теперь он у меня на ту сторону хочет вылететь. Соответственно, я следующим действием возвращаю шкив на пару канавок вперед. Также прокручиваю барабан. Ремень опять же у меня занимает свое место. Делаю еще на одну канавку, выравниваю. Опять прокручиваю. Это нужно для того, чтобы вы поняли, что вы одели правильно ремень. Все. Ремень у меня лежит со всех сторон одинаково. Как бы мы установку сделали, подключились. Крышку я пока не одеваю. Для чего? Хочу вам показать, что ремонт был произведен правильно, диагностика была сделана правильно, что это действительно не работали щетки. Мы все собрали правильно, крышку я не ставлю на место. Включаю тот же режим отжима и смотрим, что у нас происходит. Следующее. Заработает сейчас насосная откачка воды в канализацию. И ждем, правильно ли я приговорил или не приговорил, как правильно выразиться, определил неисправность. Действительно ли это была проблема в щетках. Вот сейчас смотрим внимательно, должен закрутиться барабан. Если сейчас у нас заработает, как вы видите, закрутился барабан. То есть диагностика мной была выполнена совершенно верно, в том русле то, что надо. Не забывайте в первую очередь всегда проверять. Я выключу, чтобы не мешало говорить. Не забывайте в первую очередь всегда проверять сначала электроплату. Если электроплаты, как я говорил, нету нагара, то смело снимаете электродвигатель, осматривайте электродвигатель, сразу датчик холла прозваниваете, как я показывал мультиметром. Если вы его прокручиваете, он звонится, значит он исправен. Смотрите обмотку, нету ли короткого замыкания на корпус и якорь электродвигателя. И после этого смотрите состояние щеток, чистите якорь, ставите новые щеточки. И как вы видите, все, вуаля, работает. Наблюдаем, радуется глаз. После всех этих, опять же предупреждаю, я не закрывал крышки на свой страх и риск. Во избежание поражения электрическим током вам желательно этого не делать. Или если вы делаете, то, как говорится, не суйте ручки туда, куда не надо. Также тут вращательный элемент, вы видите.
чтобы вы туда руками, соответственно, не лезли, потому что закрутиться на отжим очень быстро может, вот как вы видите, проскакивает. И, соответственно, к плате также не подносите руки, если вы не закрыли крышкой, потому что может быть удар электрическим током. Ну все. Всем спасибо за просмотр моего данного видео. Я думаю, оно для вас будет полезно, для некоторых, кто пытается своими руками что-то сделать. Смотрите, для следующего видео может что-то подобное случиться. Может стен в ближайшее время, не знаю, никто не застрахован. Стоимость стена, кстати, идет в районе $5. Может что-то еще. Но буду снимать, буду рассказывать, делиться своим опытом, показывать. Всем приятных просмотров, пока.